Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу представить вам вот такой очаровательный джемпер винтажный от Couture. Да, так модно говорить. Да, модель представлена в молодежном варианте, но нетрудно представить эту кофточку на дамах постарше. Присутствует принцип минимализма, аристократическая сдержанность, вот такие отличительные особенности данного джемпера. И давайте полистаем, посмотрим, приблизим узор. Смотрите, вот такой основной у нас будет сегодня. Вот этот мотив по центру идти, только у переда, у спинки просто лицевая гладь. У нас классический вариант с вами. Как видите, здесь очень хорошо видно, рукав с окатом, в общем, очень простой узор. Рукавчик у нас будет даже выше, чем 3/4. Ну, это все легко изменить. Можно сделать полноценный джемпер с длинным рукавчиком. То есть это по желанию. Да? Дизайнер нам представляет эту модель именно вот в таком виде, как рукав, не длинный рукав. Модный, очень красивый вариант джемпера. Мне нравится именно, знаете, вот именно присущ аристократизм, я бы так сказала. Такой незамысловатый узор, и так это смотрится, и так это приятно, и в общем-то, очень приятный, красивый джемпер. Я вам приближаю картиночку, вы можете рассмотреть узор, элементарный узор. Вы видите, что пряжа у нас немного пушится. Я сегодня вам предлагаю несколько вариантов пряжи в своем видеопроекте. Мы будем вязать из одной пряжи, которая будет содержать небольшое количество мохера, но в принципе можно из более пушистой связать. Здесь вот видите, очень сильно пушится, похоже, это ангора. Вот. Ну или альпака. Вот я вам сегодня пряжу с альпаки буду предлагать. То есть, девочки, здесь, конечно, вообще можно, в принципе, из хлопка вязать. То есть это все на любителя, да. Вот так по спиночке смотрится эта моделька. То есть просто лицевая гладь, как видите, да. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Здесь у нас опять-таки узор. Можно приблизить, рассмотреть его внимательно. Очень простой узор. Я нарисовала схему, и не будет никаких проблем. Мы будем сегодня рассматривать, составлять описание с вами на размерчике 42, 44, 46, 48, 50, 52. То есть вот эти наши традиционные размеры. Цвет вы, конечно, можете выбрать по своему желанию. Вот здесь у нас, видите, в таком бежевом цвете представлено, в холодном бежевом, я бы так сказала, да, светло-бежевом. Вот по спиночке тоже показано, как модельчика сделана. Ну, в общем-то, это вы уже все картиночки видели, да. Мне вот в розовом приглянулось, очень мило, гламурно. Так, это уже выкройка, это чуть позже. Итак, мои хорошие, если вам нравится модель, то мы с вами остаемся на канале, смотрим более детально выбор пряжи. Для вязания этого джемпера я подобрала пряжу Этрофил турецкого производства. Пряжа 50 грамм 150 метров. По итальянской лицензии изготовлена. Называется Белграда альпака плюс мохер. Цвет у нас вот 0,4060. В общем-то, шикарный состав. В 50 грамм у нас в составе 10% кит мохер, 5% бэби альпака, 55% полиамид, 30% вискоза. Очень нежная пряжа, хорошо скручена, абсолютно мягкая, совсем не колется, немножко пушится. Сейчас я вам покажу. Ну, тут, наверное, плохо видно. Вот. Ну, просто шикарный вариант для вязания джемпера, плечевого любого изделия.
Спицы у меня 3,5 используются. Вот так выглядит у нас узор наш. Вот. И, в общем-то, с шишечками. Вот такой получается красивый, непринужденный. И, в общем, вяжется очень легко. Мне импонирует данный узор. Я нарисовала схему. Девочки, мне вообще нравится вот этот вариант джемпера. Честно говоря, какой-то он, знаете, такой нежный, романтичный, приятный. Как альтернативу хочу вам из бюджетных. То есть вот эта пряжа, она не самая дешевая, которую я вам сейчас показываю. Вот. Из бюджетных вариантов хочу предложить вам нашу российскую пряжу. Называется фирма Comtex. Белорусская серия Classic. Вы попадете в плотность. Видите, у нас в 100 грамм 300 метров, да, а там было в 50 грамм 150. То есть то же самое, да. Она тоже пушится немножко. То есть она такая немножко пуховенькая будет. Красивая. И в носке очень хорошо себя ведет. И она недорогая. Вот, шикарная пряжа. Еще одна из пушистеньких пряж у меня, которая мне тоже нравится, но я ее не стала использовать. Вот Белград взяла. Тоже могла бы из нее связать образец. Это турецкая тоже пряжа фирмы Гималай Ультра Кашемир. Она, смотрите, в 50 грамм 175 метров. Она очень пушистая, очень пушистая. Она не очень дорогая, девочки. 75% акрил, 25% альпака. Вот, если вы будете вязать спицами 3,5 эту пряжу, хотя там в рекомендациях стоит спица номер 5, то вы будете, у вас такой вот, как в оригинале, будет меленький и очень пушистый узор. Вот. И цвет у меня вот так выглядит. Смотрите сами, что тут нарисовано. В общем, вот вам 3 рекомендации, девочки. Все шикарные, все хорошие. Все подойдут под мою плотность. Ваше внимание, что вот здесь шишечки я немножко отодвинула от наших ажурных дырочек. А здесь у меня шишечки были более придвинуты. То есть я немножко изменила схему. И мне этот второй вариант, который мы с вами сегодня будем вязать в образце, он мне больше нравится, чем вот этот. Так что вот хотела бы заострить на этом внимание. Указать вам о том, что вот этот я попробовала, поняла, что не похож на оригинал и кажется все-таки шишечки слишком близко, да, а здесь вот прям самое, что надо. Хорошо смотрятся, шишечки так стоят, никуда не заваливаются, а здесь вот видите, они в область дырочек заваливаются, вот, а здесь прям очень-очень красиво. А сейчас давайте посмотрим схему узора. Схема узора просто элементарная, девочки. Лицевая гладь, на фоне лицевой глади вяжем накиды, шишечки и вот эти вот треугольнички равнобедренные, 3 вместе лицевой вяжется. Ширина данного мотива составила 25 петель и высоту 24 ряда раппорт составляет. Мы с вами свяжем этот мотив. Он очень простой. Я рекомендую эту модель для начинающих вязальщиц. У нас составляется с вами вот такое описание на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это российские размеры. И вот тут перевод европейскими. В европейский размер это надо нам немножечко, значит, вычесть 6 из всех чисел. Описание вы почитаете сами под видео, я его зачитывать не стану, здесь слишком много информации. Читайте, здесь все подробно расписано. А более детально, ну, то есть вот знаете, откуда берутся все эти цифры, что, как вязать, я сегодня вкратце рассказываю в расчетной части, объясняю, откуда берутся числа и так далее. Так, ну а сейчас давайте еще выкройку, да, посмотрим. Мы не посмотрели с вами выкройку. Вот такая выкройка. Здесь нет размеров, но здесь есть конструктивная. Вы видите, как будет вязаться данная модель. Спинка, перед, рукава. Все отдельными деталями вяжется, да. У нас классический вариант с проймой и окатом.
Спинка, перед вяжется совершенно одинаково, различие лишь в глубине выреза горловины. У нас есть нижние планки, связанные резиночкой. Ну и это вы все читаете в инструкции. А сейчас, девочки, приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 35 петель. И будем с вами вязать с первого ряда. Начинаем раппорт узора. Смотрите, девочки, сейчас мы будем с вами вязать 4 ряда лицевой гладью. То есть так у нас начинается раппорт узора. То есть мы первый ряд с вами вяжем все петли лицевые, все наши 35 петель. Затем второй ряд мы вяжем все петли изнаночные. Третий ряд мы вяжем все петли лицевые. Четвертый ряд мы вяжем все петли изнаночные. А затем в пятом ряду у нас начнутся с вами формироваться вот эти вот красивые ажурные такие дырочки. Итак, у нас с вами сейчас пятый ряд, как я и говорила, и мы вяжем с вами следующим образом. 4 лицевые. Начинается раппорт узора. 2 лицевые. Делаем накид. И далее 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 3 петли, которые у нас сейчас по центру, мы будем с вами менять местами первые 2 из них. Смотрите, первая петля у нас будет за работой, вторая поверх нее перед работой. И 3 петли эти провязываем одной лицевой. Получается, мы вяжем с вами 3 петли вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Это так называется. И далее зеркалится 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять делаем накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. И за раппортом у нас 4 лицевые, кромочная и изнаночная. Я показываю, как этот узор будет смотреться на фоне лицевой глади. Дальше у нас все четные ряды, которые являются изнаночными, мы вяжем изнаночными петлями, в том числе накиды. У нас с вами 7 ряд. Мы вяжем следующим образом его. Первые 4 лицевые у нас идут вне раппорта. Затем начинается раппорт узора. И начинается он с того, что мы будем сейчас вывязывать шишечку. Для этого мы берем крючок. Вот в данном случае у меня крючок номер 3. Спицы номер 3,5, то есть на пол размера меньше. Итак, я беру крючок и вытягиваю через эту петельку крючком петлю 1. Затем делаю накид. Снова вытягиваю 2. Накид, вытягиваю 3, накид, вытягиваю 4. Вы можете 5 и 6, сколько хотите сделать, можно на 3 остановиться. Затем через все вытянутые петли я вытягиваю одну и вот так еще раз ее вытягиваю, то есть фиксирую, да, петлю. Снимаю со спицы нашу петельку вот туда, вот таким образом возвращаюсь в заднюю часть, получается, смотрите, вот так шишечку, да, назад, вот так ее, и здесь в протяжку вытягиваю, фиксирую, скажем так, нашу шишечку, вытягиваю еще одну петельку. И вот эту вытянутую уже петельку окончательно я на спицу одеваю. Все, сформировали шишечку, вот она какая милая получается. Затем мы вяжем с вами 2 лицевые, накид, и продолжаем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова по центру 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Для этого первая, вторая петельки меняю местами. Первая за работой, вторая перед работой. И все 3 вяжем лицевой петлей. Опять 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Делаем накид, 2 лицевые и наша шишечка. Также крючком вытягиваем. Еще раз показываю. Раз, вытянули. 2 вытянули. 3 вытянули. И 4 накид. 4 вытянули, да? Вот. И через все вытягиваем одну петельку. Еще раз вытягиваем петельку. Снимаем со спицы нашу петлю большую, длинную. И фиксируем сзади в провязанной шишечке нашу шишечку, чтобы она не болталась и не было больших дырок. Вот таким образом в протяжку я зафиксировала и вернула полученную нашу петлю на спицу. Осталось у нас с вами за раппортом 4 лицевые в ряду и кромочная изнаночная. Вот так это будет выглядеть. Я считаю, вот первый раз я делала, потом уже в схеме даже поменяла, я делала очень близко шишечку к нашему вот этому отверстию, к накиду, да. А сейчас я решила сделать подальше, и мне кажется, что это поинтереснее смотрится. То есть я немножко изменила вариант вот этого вот. Здесь у меня, скажем, экспромтом был пробный вариант, и я считаю, что вот так это будет правильно и больше похоже на оригинал. Переворачиваем 8 ряд, вяжем все петли изнаночные самостоятельно. У нас 9 ряд с вами вяжем следующим образом. Кромочная, 4 лицевые, и начинается наш раппорт узора. Мы вяжем с вами первые 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, далее вяжем 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и далее 3 вместе 1 лицевой с выделением, 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли, 1 и 2 поменяли местами, 2 поверх 1 петли, и все 3 провязали 1 лицевой. 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, делаем накид, и далее у нас 4 лицевые снова, 1, 2, 3, 4, раппорт связан, осталось 4 лицевые за раппортом, кромочная, изнаночная, связали, переворачиваем и 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 11 ряд. Следующим образом вяжем 4 лицевые перед раппортом. Начинается раппорт узора. 2 лицевые. И делаем сейчас с вами шишечку. Следующим образом. Берем крючок, вводим и также вытягиваем 4 раза. 1, 2, 3, 4. Фиксируем шишечку. Еще раз фиксируем. Сзади тоже фиксируем в протяжку. И полученную петлю возвращаем на правую спицу. Сделали, да? Далее вяжем 2 лицевые, накид. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Сделали. И далее опять 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова накид. 2 лицевые. Делаем шишечку с вами в петлю. 1, вытянули, накид, 2, 3, 4. 4 раза вытянули с накидом, вытянули 1 петлю, зафиксировали, сняли петлю, в протяжку зафиксировали и вернули спицу на правую спицу, петлю. Далее у нас идут с вами 2 лицевые, раппорт связан, и осталось 4 лицевые за раппортом, кромочная, изнаночная. Так, связали, переворачиваем и 12 ряд будем вязать, как смотрят петли.
Но они у нас все изнаночные. Вяжем 13 ряд. Первые 4 лицевые перед раппортом. 1, 2, 3, 4. Затем вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Меняем первой, второй петельки местами. Вторая поверх первой накидывается. Все 3 вяжем одной лицевой. Далее снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и 6 лицевых до конца раппорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан. Далее у нас за раппортом 4 лицевые, кромочная, изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем 4 первые лицевые перед раппортом. Начинаем вязать раппорт узора. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И делаем шишечку с вами крючком. Вытянули 1, делаем накид, 2, делаем накид, 3, 4. 4 раза протянули одну петлю, зафиксировали, сняли, в протяжку зафиксировали, петлю вернули на правую спицу. Далее 2 лицевые, делаем накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 3 вместе одной лицевой вяжем с выделением центральной петли. Затем опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, шишечка. Формируем шишечку крючком. 1, накид, 2, 3, 4. 1 зафиксировали, 2 зафиксировали и 3 зафиксировали. Дальше идут у нас 4 лицевые до конца раппорта. 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. И у нас за раппортом еще 4 лицевые, кромочные, изнаночные. Связали. Переворачиваем, и 16 ряд вяжем все петли изнаночные. У нас с вами 17 ряд. Вяжем 4 лицевые перед раппортом. 1, 2, 3, 4. Вяжем раппорт. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Далее опять 3 лицевые, накид и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали. Раппорт связан. Далее 4 лицевые за раппортом, кромочные, изнаночные. Переворачиваем 18 ряд, будем вязать все петли изнаночные. Вяжем 19 ряд. 4 лицевые перед раппортом. Начинаем вязать раппорт узора. Вяжем с вами 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем шишечку. Шишечку крючком делаем, как я уже показывала. 1 вытягиваем, 2, 3, 4. Протянули 1, 2, сняли, протяжка. Все. Полученную петлю возвращаем на правую спицу. Далее вяжем 2 лицевые, накид, снова 2 лицевые,
3 вместе одной петлей с выделением центральной. Одной лицевой вяжем 3 вместе. Опять 2 лицевые, накид, 2 лицевые, шишечка, тоже крючком. 1, 2, 3, 4. Сделали шишечку, и осталось 6 лицевых в раппорте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан, за раппортом 4 лицевые в ряду, кромочная и изнаночная. Так, вот так уже вырисовывается наш узор, очень хорошо, красиво смотрится. Переворачиваем и 20 ряд вяжем все петли изнаночные. Вяжем 21 ряд. 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4 перед раппортом. Далее 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем накид, лицевая, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раппорт связан и 4 лицевые за раппортом в ряду. Кромочную вяжем изнаночной. Все. 21 ряд связан. Переворачиваем, вяжем 22 ряд. Все петли изнаночные. 23 ряд вяжем следующим образом. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И далее начинается раппорт узора. Вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Накид. И снова 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Раппорт полностью связан. 4 лицевые за раппортом. Кромочная и изнаночная. Связали 23 ряд. Вяжем 24 ряд, как смотрят петли. Они у нас смотрят изнаночными, да? И далее повтор с первого ряда узора идет. Вот такой у нас получается узор. Мы будем сейчас с вами делать влажную тепловую обработку образца, чтобы понять, как у нас будет, какая будет применяться плотность при расчетах. Итак, делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Горячим паром обдаем наш образец. Тянем, он пластичный, податливый. Давайте его потянем по вертикали, по горизонтали. Так. Давайте выпрямим кромочные наши вот эти края. Потому что кромочные в расчетах у нас будут участвовать. Так. Еще разочек. Итак, пусть сохнет в таком расправленном виде, пусть сохнет образец. Наш образец с вами высох, приобрел вот такой вот вид интересный. Сейчас наша задача измерить плотность. Для этого мы возьмем простую линейку и будем измерять вначале ширину, потом длину образца. Итак, измеряем линеечкой ширину вначале.
У меня вот 18, так, вместе с кромочными это 18,5. Да. И у нас 35 петель участвует в узоре. 35 надо разделить на 18,5 сантиметров. Получим, ну, в общем-то, 1,9, да? Правильно будет. В сторону большую округляем. Запишем, девочки, в 1 сантиметре 1,9 петель. Дальше у нас идет с вами вертикальная плотность. Для этого мы наш с вами образец измеряем его длину. Измеряем вначале широкую, вот эту длинную часть. Видите, неровный волнистый край. У меня 20,5 неровный край. И впадина наша тоже. Давайте ее измерим. И 18,5, 21,5 и 18,5. Давайте среднюю берем 19,5. Да? 19,5 длина. И считаем, сколько рядов связано. У нас с вами связано 2 раппорта. Во всяком случае, в моем образце 2 раппорта по 24 ряда. Но один ряд я не вязала, девочки. То есть изнаночный последний ряд не связала. Получается 47 рядов, а не 48. И надо разделить на 19,5 сантиметров. Получается 2,4 плотность по вертикали. И это мы тоже запишем, что в 1 сантиметре 2,4 ряда умещается. Сейчас с этими цифрами будем делать расчеты. Так, девочки, вот такой выкройку мы будем сегодня использовать в нашем расчете. У нас с вами будут сегодня рассматриваться размерчики 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это российские размеры. И ширина спинки переда, сразу давайте скажу. Первый размер 48 сантиметров, второй размер 53 сантиметра, третий размер 58 сантиметров. Сразу определяйте, к какому размеру вы себя относите. Да? Дальше. Определяем количество петель. Значит, сразу же вот эти вот числа, которые я вам сейчас назвала, то есть 48 сантиметров, 53, 58 умножаем на нашу плотность по горизонтали. Мы ее с вами определяли. И это только что 1,9. То есть, смотрите, 48 умножить на плотность 1,9, получается количество петель 91. 91 петля на первый размер. Аналогично я посчитал 101 петля на второй и 109 петель на третий размер. Распределяем узоры следующим образом. По центру у нас у переда спинка вяжется просто лицевой гладью, девочки. Перед у нас содержит красивый узор, который мы с вами вязали, и он занимает в ширину 20, то есть этот мотив занимает 25 петель. Смотрите, по центру у нас у переда идет 25 петель, и с двух сторон 32 петли лицевых. И, значит, справа и слева одинаково. Кромочная, в сумме 91 петля. У второго размера все то же самое, по центру идет мотив на 25 петлях, с двух сторон 37 по 37 лицевых. Ну и, соответственно, кромочная, 101 петля. И для третьего размера то же самое, по центру идет узор на 25 петлях, с двух сторон по 41 петле лицевых и кромочная с двух сторон. Это 109 петель. Так, с этим понятно, да? Смотрите, у нас классическая выкройка, классический крой, поэтому у нас будет пройма формироваться на высоте 32 сантиметра от планки. При длине, если мы используем длину изделия, 58, 59, 60 сантиметров. Это общая длина изделия. Эту длину вы должны, девочки, под себя откорректировать, какую вы желаете видеть. Понимаете? То есть это индивидуальная мерка. Вот здесь просто измените параметры и все. Все вот эти вертикальные параметры, пожалуйста, переводите сразу в ряды. То есть 32
сантиметра умножить, итак, 32 сантиметра умножить на нашу плотность по вертикали 2,4 и получим 76 рядов. Когда вяжете, пожалуйста, вяжите 76 рядов, считайте. Не надо ничего мерить сантиметрами. Пожалуйста, применяйте вертикальную плотность, иначе после стирки ваше изделие вытянется. Это крайне будет неприятно. Так, глубина проймы у меня идет на маленький размер 5 сантиметров. То есть, если мы 5 умножаем на плотность 1,9, то там получается 9,5. Ну, в общем, 10 петель я взяла, девочки. Можно было 9 петель, но я взяла 10 петель. Как вот это красиво вот так скруглить, я описываю в описании под видео. Почитайте, я об этом сейчас не стану так подробно занимать время нашего видео. На второй размер я взяла по 11 петель с двух сторон и по 12 петель третий размер. Высота проймы у меня составит 20, 21, 22 сантиметра. Тоже зависит от размера. Далее, про вырез горловины. Ширина выреза горловины у меня на первый размер я беру 20 сантиметров и дальше чуть увеличиваю. 20 сантиметров умножаем на плотность по горизонтали 1,9. Получается 38 петель. У нас должно быть нечетное число, поскольку у нас в наборе участвует нечетное число, то и здесь тоже должно быть нечетное число, чтобы на плечи пришлось одинаковое количество петель. Поэтому вместо 38 я взяла 39 петель и на второй и третий размер прибавила по 2 петли. Получилось 41 петля, 43 петли. Как скруглить красиво, я тоже это описываю в инструкции по вязанию. Как вы видите, вырез горловины у меня по спинке на высоту, значит, глубина этого выреза составляет 2 сантиметра, по переду 8 сантиметров. Так же, как скруглить по переду, я тоже описываю в инструкции по вязанию. Все, что осталось, это петли плеч. У меня получается в расчетах 16, 19, 21 петля на плечи приходится. Понятно. Дальше. Нижнюю планку я не говорила, да, резинкой 1 на 1 мы вяжем, в инструкции почитайте под видео. И я делаю ее 6 сантиметров в высоту. Собственно, вот так. Желательно резинку вязать спицами номер 3, а затем, уже когда переходим к лицевой глади, вязать спицами номер 3,5, как мы вязали образец. Рукав также начинается с нижней планки на сантиметров на высоту 3 сантиметра, где-то резинкой 1 на 1 вяжем. Затем переходим к узорам, располагаем петли. Значит, нам надо прибавить в последнем изнаночном ряду петли, девочки. 20 петель мы прибавляем. То есть, если мы прибавляли, значит, набирали 43, 45, 47 петель, в зависимости от размера, на нашу планку по рукаву, на манжету, то в последнем изнаночном ряду 20 петель, если мы прибавим равномерно, то получится 63, 65, 67 петель. Вот. И именно исходя из этого количества петель я распределяла узор. То же самое по центру у нас идет наш мотив на 25 петлях. Из двух сторон у меня идут лицевая гладь. Лицевая гладь 18 петель лицевых. И справа, слева, в общем, по 18 петель. Для второго размера по 19 лицевых с двух сторон, для третьего по 20 лицевых. А по центру идет неизменно наш мотив. Ну, соответственно, кромочный, да? Все петли, которые вы будете прибавлять по скосу, вы включаете в лицевую гладь. Да, понятно? И вот как сформировать вот этот скос, как нам сделать эти прибавки равномерно, я сейчас тоже заострю внимание. Смотрите, вы видели, что рукав у нас не длинный, 3/4, там даже до локтя можно связать, можно чуть ниже локтя. Я сделала длину 45 сантиметров, девочки. Вы эту мерочку, пожалуйста, под себя также откорректируйте. Возможно, кто-то захочет полноценный длинный рукав. То есть имейте это в виду, а я вам сейчас проведу урок, как сделать, кто еще не знает, расчет прибавок по скосу. Значит, смотрите,
Если прежде всего вам необходимо знать высоту скоса, в моем случае это 29 сантиметров, также переводим сантиметры в ряды с помощью вертикальной плотности. 29 я умножила на вертикальную плотность 2,4, получилось 70 рядов, высота моего скоса. Далее, в самой широкой части рукава я заранее посчитала, у меня будет 75, 79 и 83 петли. Считала также, то есть вот у меня 20 сантиметров идет ширина здесь рукава. Я умножаю это все на 2, то есть здесь половинчатый размер, да, на 2, 40 сантиметров. И 40 сантиметров я умножаю на плотность по горизонтали. Получается у меня также нечетное число 75 я беру. На второй размер 79 петель, на третий 83 петли. Получалось, что не только 40 сантиметров, на второй размер у меня было 42 сантиметра ширина рукава, и на третий 44 сантиметра. Конечно, эти мерки индивидуальные. Возможно, здесь будет не 20, допустим, а 18 сантиметров. Да? То есть вы сами решите для себя, на какой ширины вы хотите вот это вот видеть ширину рукава. Вот. И смотрите, что делаем дальше. Из 75 на примере первого размера показываю, отнимаем 63, да? Получаем 12 петель, надо прибавить. У нас 2 скоса. Мы с вами 12 делим на 2. Получается, прибавка по каждому скосу составит 6 петель. И 70 рядов мы делим на 6. 70 разделить на 6 у нас получается в каждом 11 ряду делаем прибавку. Можно, конечно, сделать прибавку чередуя в каждом 11, в каждом 12 ряду. Но проще все-таки сделайте прибавки в каждом 11 ряду, девочки, и затем просто свяжите без прибавок на нужную высоту недостающее количество рядов. Понятно, да? Так, окат рукава у нас на высоту 13 сантиметров вяжется. Как его рассчитать? У меня будет ссылка под видео на статью, как делать расчет оката. Это все для новичков. Для тех, кто уже умеет вязать, я думаю, вообще я на этом заостряться не буду. Для совсем-совсем-совсем новичков могу дать совет, как училась я делать расчет оката. Я рисовала выкройку в натуральную величину. Она у меня была многоразовая, то есть я ее применяла для многих изделий в классическом варианте. Вот. То есть вы постарайтесь один раз начертить эту выкройку и затем применять. Вот эту красоту я рисовала тоже от руки, никаких формул я здесь не применяла. И, в общем, девочки, получалось красиво, хорошо, просто похоже, да, вот эту форму делала. И когда вы вяжете полотно, очень легко. Вот вы приложили, вот эти точки полотна и свои выкройки совместили, и начинаете смотреть. Так, сейчас нам, судя по всему, надо убавить одну петлю, да? Чуть выше поднялись, так, ага, уже по 2 надо убавлять и так далее. Вот таким образом вы, девочки, научитесь понимать алгоритм вот этого вот закрытия петель здесь. Понимаете, да? Собственно, алгоритм очень простой. Вот тут у нас столько же петель закрывается, как и здесь, да. Затем у нас по 1 петле идет закрытие, затем по 2 петли, и вот в самой пологой части уже по 3 петли, и остается петель 15, который закрывается одним разом, да, то есть на одной высоте оставшиеся петли. В общем, собственно говоря, девочки, вот все, что я хотела вам рассказать вкратце. Все более подробно и детально читайте в инструкции, которые я выкладываю под видео. Там текстовое описание будет. Вот. А здесь вот я вам пояснила, откуда я беру все эти цифры, которые вы видите в инструкции. А сейчас я желаю вам удачи, до новых встреч!